Всех приветствую. Мы в прямом эфире. Поставьте пятерочки, как меня слышно. Поставьте десяточки, как меня видно. Буду ждать от вас обратной связи. Пока наши зрители будут присоединяться, я бы хотела с вами поговорить о деньгах. Может быть, кто-то замечал, что у некоторых людей... Марина, добрый вечер. Вижу, слышно, видно. Может быть, кто-то замечал, что у одних людей есть достаток, и к ним деньги липнут, можно так сказать, как магнит к железу. А есть такая категория людей, у которых деньги не водятся и обходят постоянно стороной. И, конечно же, этим ситуациям есть объяснение. И я хочу еще сказать одну такую важную вещь, что разбогатеть с самого нуля, даже если вы всю жизнь прожили в бедности, может любой человек. Ну, естественно, для этого нужно знать определенные правила, выполнять какие-то определенные действия, и тогда с финансовыми делами у вас будет все замечательно. И тема сегодняшнего моего прямого эфира – это как стать магнитом для привлечения денег и изобилия. Сегодня я поделюсь с вами основными правилами для привлечения денег, а также расскажу законы богатства, которые будут вас потихоньку приводить к финансовому благополучию. Ну и также поделюсь очень интересным ритуалом для сжигания ваших чеков. Мощная очень техника, которая гарантированно будет вам приносить деньги. И поделюсь 5 принципами богатых и успешных людей, потому что неспроста люди, которые достигли успеха, они знают какие-то секреты, и мы, конечно, безусловно, ими должны пользоваться. И я бы хотела в начале, нашей встречи определиться с тем, что не будем путать деньги и эзотерику, потому что это разные вещи. То есть вам не нужно будет там бегать с бубном в полнолуние и возле муравейника и совершать какие-то обряды. Всему, конечно же, это есть объяснение, и мы можем с легкостью притягивать в свою жизнь деньги, но только нужно знать определенные принципы и последовательность. Ну и, конечно же, если мы изучим финансовые привычки успешных и богатых людей, то, конечно, наши дела пойдут гораздо быстрее, потому что у кого нам учиться, безусловно, нужно опыт перенимать у тех людей, которые чего-то в жизни достигли. Мы же не будем брать за основу жизнь неудачника, который в жизни ничего не добился. И первый факт, который бы я хотела обратить ваше внимание, что правило, скажем так, такое, что ни в коем случае не нужно мириться со своим низким доходом. Есть такие люди, которые, например, имеют зарплату $200, и они ни к чему не стремятся, не хотят что-то улучшить в своей жизни. Тем самым сетуют на то, что я буду жить как все. Ну, не хватает у меня денег там на путешествия, на какие-то дорогие вещи, но люди же как-то живут. То есть человек не стремится к какому-то своему финансовому росту. Если все-таки вы хотите вырваться из бедности, ну тогда целесообразно разработать для себя такую стратегию, каким образом вы можете увеличить свой доход. Если, например, у вас на работе не получается увеличить свое финансовое состояние, тогда поискать другую работу, может быть, найти какие-то другие источники дохода, которые позволят вам зарабатывать в месяц гораздо больше, а не жить просто в постоянной нужде.
И также следующее правило, на которое я бы хотела вас обратить внимание, это, Катерина, здравствуйте. Вам нужно научиться дружить с деньгами. А вообще присутствие или отсутствие денег – это связано с отражением имеющихся у вас привычек. И, ну, это говорит о том, что у вас сформировались вот такие привычки, которые вы постоянно совершаете на автомате, и это вас приводит к безденежью. Поэтому нужно, конечно, над этим работать. И, соответственно, изучать какие-то определенные книги по финансовой грамотности, знать, как там правильно управлять своими финансами. Вообще есть такая категория людей, что даже небрежно относятся к деньгам. В кошельке там у них, Наталья, здравствуйте, у них там, у некоторых успешных людей и богатых денежки в кошельке сложены вплоть до того, что каждая бумажечка к бумажечке, а там если даже разные валюты, то они все разделены по разделам. У некоторых людей, которые, ну, как бы не дружат с деньгами, постоянно в нужде, они могут там валяться в сумке, в карманах помятые, ну и, соответственно, это несет плохую энергетику. Если у вас на протяжении нашего прямого эфира будут возникать вопросы, вы можете их писать в чате, позже я буду отвечать на эти вопросы. И, например, также хотела бы ваше обратить внимание, что поскольку у нас тема, связанная с привлечением денег, чтобы они к вам прилипали как магнит, то также можно задействовать закон притяжения. И хочу вам сказать, что этот закон работает для всех безотказно. И у нас поступил вопрос, как использовать закон притяжения для привлечения денег. Ну, и изначально, что если вы хотите улучшить свое финансовое положение, вы должны изначально прописать, ну, определить для себя цель, желание, скажем так, задать себе определенный маршрут. И, соответственно, думать об этом желании, чтобы транслировать во Вселенную вот эти вот энергетические потоки. Соответственно, когда вы будете о своем желании, то оно к вам будет со временем притягиваться в вашу жизнь. Ну и также можно использовать визуализацию, аффирмацию, которая также будет вас связывать с вашим желанием и, соответственно, будет усиливать закон притяжения. И также еще рекомендую воспользоваться таким правилом – это общаться с успешными и богатыми людьми. Потому что если у кого мы учимся? У тех людей, которые достигли чего-то в жизни. Соответственно, эти люди, они успешные, жизнерадостные, и у них исходит позитивная энергия. Помимо того, что мы будем заряжаться позитивной энергией, плюс это будет способствовать вашему, ну, улучшению вашего финансового состояния, и также вы можете у этих людей чему-то научиться. И если же вы возьмете такого человека, который неудачник, как правило, такие люди постоянно сетуют на судьбу, ноют, и, соответственно, у них постоянно присутствует в жизни и вокруг энергия безденежья. Соответственно, если вы общаетесь с такими неудачными людьми, то у вас в жизни, если не было денег, так еще и хуже станет ваше финансовое положение. И также еще очень важно воспользоваться таким правилом – это окружить себя денежными символами. Ну, и с давних времен, например, если человек прожил в бедной семье, то с раннего детства ему, скажем так, внушали, программировали на энергию безденежья, что у нас постоянно нету денег, мы не можем себе позволить дорогие вещи, и когда ребенок уже вырастал, то он уже был запрограммирован на нищету. То есть у него были уже в голове сформированы негативные
программы, которые, понятно, носили разрушающий характер и энергетику безденежья. Поэтому нужно именно отслеживать это и избавляться от негативных программ. И также, чтобы у вас вводились деньги, вам нужно использовать различные денежные символы. Ну, например, можно использовать изображения в своем доме различных драгоценностей, дорогих камней, виллы, яхты. Тем самым, когда у вас эти картинки будут попадаться на глаза, то вашему мозгу будет, ну, как бы легче воспринимать эту информацию, и тем самым как бы будет вас немножко подводить к этому изобилию и роскоши. И это тоже будет способствовать притяжению денег. Ну и также очень важное правило – цените свое богатство. Во-первых, деньги нужно любить, и чтобы как бы они отвечали вам взаимностью, ну и также уважать людей, тех, которые, например, богатые, успешные. Но, как правило, когда человек богатый, миллионер, почему-то люди ему завидуют и как бы такие высказывают в его адрес, ну, неприятные, негативные слова, а все потому, что это просто зависть. Вы должны ну, как бы нормально, положительно относиться к успешным людям, всегда чему-то учиться. Ну и, конечно же, это будет способствовать вашему увеличению денежного капитала. И следующий вопрос, на которых бы я хотела остановиться, это законы богатства. Ну, во-первых, для того, чтобы также к вам деньги приходили в вашу жизнь как магнит, нужно и придерживаться этих законов. Ну, понятно, чтобы у вас в кошельке всегда был порядок, и вы должны взять за основу такое правило, что начните, скажем так, образно пополнять свой кошелек. То есть ежемесячно от своего дохода вы должны отлаживать 10%. Ну, вообще, если вам финансы позволяют, можно и больше, но не больше 50%. Во-первых, как говорят успешные люди, это ваша подушка безопасности. Но некоторые люди, когда отлаживают деньги, они говорят, что это на черный день. Ни в коем случае нельзя так думать, потому что этот черный день обязательно у вас наступит. Вы просто должны как бы мысленно себя настроить, что это ваша подушка безопасности на какие-то позитивные моменты. И когда у вас действительно, ну, не будет хватать денег, вы будете на подсознательном уровне помнить, что у вас есть энная сумма денег, и, скажем так, она будет греть вашу душу. Да, желательно эту сумму там не растрачивать, чтобы она всегда была присутствовала, тем самым это будет вас успокаивать, и у вас внутреннего не будет такого конфликта, что у вас нужда и безденежье, потому что где-то в душе будет теплиться маленький огонек, что все-таки у вас есть деньги, но об этом никто не знает. Второе правило, которого вы должны придерживаться, чтобы, скажем так, держаться на уровне богача, это контролировать свои расходы. Вообще богатые люди, они, как правило, не транжирят и знают, какие покупки они совершают. То есть они не делают каких-то либо необдуманных покупок. Ежемесячно они как бы составляют себе список тех покупок, вплоть до продуктов там или других вещей, что им нужно купить. И, например, их расходы там по их подсчетам, ну, например, там вышли на сумму $500. Ну, и они стараются придерживаться именно этого лимита. Тем самым это их дисциплинирует и способствует тому, чтобы не совершать ненужных покупок, потому что богатые люди, они обычно скупают все, они не думают, надо это или не надо, и тем самым постоянно вроде бы деньги есть, но в то же время совершили покупку, она абсолютно не нужна. Поэтому очень важно контролировать свои расходы. И важно, чтобы ваши расходы не превышали ваши доходы.
И чтобы этого не случилось, нужно приумножать свое богатство. Ну, вообще богатство измеряется не количеством монет в вашем кошельке, а именно доходом, который приносит эта монетка в вашем кошельке. То есть если у вас есть рубль, вы должны что-то сделать, чтобы у вас в кошельке стало 5. Ну, для этого есть много различных способов. Ну, например, вы должны определиться, может быть, куда-то инвестировать, либо открыть свое дело, либо найти такие варианты, которые будут способствовать вашему увеличению бюджета. И следующее правило, которое вы должны придерживаться, это берегите свое богатство от потерь. Вообще говорят, что нельзя хранить яйца в одной корзине. И если все-таки вы решили приумножить свой капитал, то желательно, чтобы у вас были различные источники дохода. Потому что если вы вложите деньги, скажем так, в одно какое-то дело, то, возможно, в любом деле есть риск, и вы можете прогореть. И с учетом того, что у вас деньги распределены по разным корзинам, тогда, не будет так печально. Поэтому должны вы также позаботиться, чтобы, не обанкротиться и сохранить свое состояние. И некоторые люди не считают важным там изучать азы финансовой грамотности. Ну, зарабатываю и зарабатываю. А для того, чтобы зарабатывать деньги, нужно знать, как их приумножить, и еще знать различные секреты, чтобы их сохранить и не обанкротиться. Поэтому очень важно изучать литературу, какие-то тренинги по финансовой грамотности, которые будут вас подстегивать и мотивировать к достижению ваших финансовых целей. Ну и хотела бы приступить к самому важному вопросу. Это ритуал на сжигание чеков для привлечения денег. Когда вы ходите в магазин, то, естественно, когда расплачиваетесь на кассе, некоторые люди, стоят, ждут, пока кассовый аппарат там пробьет и отдадут вам чек. Некоторые делают для того, чтобы потом все просчитать, может, вас продавец обманул, а некоторые просто собирают и собирают эти чеки. Некоторые просто не дожидаются и уходят. Так вот, я вам хочу сказать, что чеки, которые вы совершаете покупки, обязательно нужно сохранять и совершать с ними определенные действия, и тогда они будут вам возвращать потраченные деньги. Есть такой ритуал на сжигание чеков. Это симаронский ритуал. Если вы опуститесь в историю, чтобы я не тратила сегодня время, симаронские ритуалы – это очень мощные. Есть ритуалы на привлечение денег, любви, то есть на разные цели. И они очень древние и очень мощные. Поэтому, если вас интересует именно история симаронских ритуалов, насколько они эффективны и действенны, вы можете дополнительно изучить у Гугла. Но сегодня речь пойдет о симаронском ритуале на сжигание чеков. Для этих целей подойдут любые чеки, то есть на покупку продуктов. Когда вы, например, какие-то транспортные могут быть накладные, либо это оплата коммунальных, либо какие-то авиабилеты, либо это чеки, которые вы там в аптеке пользуетесь, неважно какие чеки, важно то, что вы потратили на них деньги. И ни в коем случае вот эти вот все чеки нельзя хранить в кошельке, потому что эти чеки, которые будут находиться рядом с вашими деньгами, они будут замедлять процесс возвращения денег, вообще в вашу жизнь. У них плохая энергетика. Чеки, которые вам дали в магазине, желательно слаживать в отдельную коробку или конверт именно зеленого цвета. И очень важно сжигать эти чеки, например, там согласно фаз Луны. Вообще
Если вы хотите уменьшить свои, там, скажем так, долги, расходы, тогда вы сжигаете чеки на убывающую луну. Если вы хотите увеличить свой доход, тогда вы совершаете обряд на растущую луну. И в каждом месяце есть свои определенные дни. И, поскольку у нас сегодня март месяц, тогда я вам озвучу те дни, в которые можно провести обряд на сжигание этих чеков. Это если вы хотите увеличить денежные средства, то желательно этот ритуал в марте провести 7, 8, 9, 12 и 13 марта 2022 года. В апреле будут другие дни. И если вы хотите совершить ритуал для погашения задолженности и уменьшения затрат, тогда вам нужно совершить ритуал в такие дни, как 26, 27, 28, 29, 30 и 31 марта 2022 года. Теперь мы плавненько подошли к тому, как правильно проводить ритуал для сжигания этих чеков. И еще хочу дать небольшое пояснение. Если, например, вы дали ребенку свои деньги, чтобы он там сходил и купил там какие-то продукты, потом эти чеки уже не считаются вашими, то есть вы их не должны сжигать вместе со своими чеками. Вы можете сжечь много чеков, желательно больше одного. Вот. И даже когда вы сложите их в эту коробку, вы можете на каждом чеке написать «Оплачено» красной ручкой. Собрать все это в кучку и приготовиться для сжигания, для этого обряда. Также хочу вам дать такое небольшое пояснение, что чеки, которые с аптеки, их нужно сжигать отдельно, тоже в эти дни, которые будут направлены на погашение задолженности и уменьшение затрат. То есть в эти дни. Вместе со всеми чеками их не сжигаем. Значит, если вы хотите увеличить свой доход, выбрали нужный день, который в марте я озвучила, сложили, желательно, конечно, полить эти чеки, на улице, в доме же вы полить их не будете, чтобы не сделать пожара. Желательно на свежем воздухе. Сложили эти чеки и произнесли следующие магические слова. На высоком небосклоне месяц серебристый встает, с запада на восток идет. Луна каждый день прирастает, бочок округляет, светосияние прибавляет. Как верно то, что в час ночной восходит на небо месяц удалой, так и верно то, что в доме моем денежки множатся и припас ложатся. Аминь, аминь, аминь. Произнесли эти слова и зажигаете кучку с этими чеками. Как только у вас разгорится пламя, ваши чеки начнут гореть, тогда вы произносите следующие магические слова 3 раза. Чеки сжигаю, богатство зазываю. Чеки сжигаю, богатство прибавляю. Чеки сжигаю, богатство укрепляю. Во благо мне, во благо всем истинно. Произнесли эти магические слова 3 раза. И этот сожженный пепел можете развеять на ветер, либо закопать в земле. То есть как вам удобно. Если, предположим, вы много денег тратите на лекарства, тогда вам нужно именно в эти дни совершить обряд на сжигание аптечных чеков. И
нужно уже произнести немножко другие магические слова. Чеки аптечные сжигаю, дорогу за лекарствами себе закрываю. Все болячки мои огонь заберет, пеплом в небо унесет. Во благо мне, во благо всем истина. Развеяли пепел или закопали в землю. И когда вы совершили этот обряд, обязательно не забудьте поблагодарить Вселенную. Ну и отпустите мысли о том, что у вас постоянно не хватит там денег, и каким образом вам будут возвращаться деньги. Сделайте для себя такие небольшие пометки, как только вы совершите обряд, деньги могут приходить к вам с разных источников. Во-первых, это может быть на работе у вас увеличение премии. Возможно, вы где-то выиграете лотерею, возможно, даже вы найдете какую-то сумму. Либо такое может быть наблюдаться, что вам вы когда-то кому-то одолжили деньги, и он вам не отдавал долго-долго время, а тут вы провели ритуал, и деньги вам вернулись. То есть у Вселенной много способов, чтобы вернуть вам эти деньги, которые вы потратили на покупку. И если вы, конечно, не верите, у вас есть возможность проверить это все на собственном опыте. И сейчас я бы хотела с вами поделиться принципами успешных и богатых людей. Как известно, люди, которые добиваются успеха, которые очень богатые, вызывают у нас восхищение. И, если мы будем наблюдать за такими успешными людьми, то, конечно же, мы можем у них повзаимствовать какие-то привычки, чему-то поучиться. И, безусловно, что они пришли к своему богатству определенным путем. Кто-то шел дольше, кто-то шел быстрее, у каждого свой путь. Но единственное, что их объединяет, это принципы и установки, которые они себе, скажем так, сформулировали для достижения своих определенных целей. И первый принцип, который гласит о том, что вам нужно определить для себя цель и сформулировать. То есть у вас может быть цель большая или маленькая. Очень рекомендуют там успешные люди ставить как долгосрочные и краткосрочные цели. Есть краткосрочные, например, там на неделю, месяц, а есть долгосрочные, которые вам потребуются для реализации там годы или там 5. И как говорят, что большого слона мы должны есть по кусочкам. Если цель большая, вы просто каждый день делаете маленькие шаги. И через какое-то время вы заметите, что вы уже на полпути к своей цели. И следующий принцип, который придерживаются успешные люди, это составьте план и следуйте ему. Для того, чтобы когда у нас есть цель, то мы же, конечно, понимаем, что нам нужно сделать, чтобы прийти из точки А в точку Б. Поэтому прописываем действия, и каждый день мы делаем. Очень важно, что когда вы составляете для себя план действий, вы должны делать каждодневные шаги. Бывает так, что различные жизненные ситуации выбивают у нас почву из-под ног, и у нас начинается апатия, депрессия. Сегодня вы пропускаете, и в результате вы можете, за неделю сделать несколько, каждый день маленькие шаги и прийти уже на достаточный отрезок. Или же вы просто неделю пропустите, а потом начнете с самого нуля. И если у вас появляется такое желание сегодня пропустить, то вы всегда вспоминайте этот пример. Вот вы представьте, что вы, когда идете к своей цели, вы идете на высокую гору. И, предположим, для того, чтобы дойти до этой вершины, вам нужно сделать 10 шагов. Вы идете, 5 дней вы шли,
На шестой день вы просто устали и решили пропустить день-два. И в результате, когда вы остановились, то вы с этой горы съехали опять на низ. И в результате, когда вы уже настроились, собрались с мыслями, опять продолжаете свой путь, и вы начинаете не с цифры 5, а вы начинаете опять с единицы. И опять вы идете, дошли, например, до седьмого шага, и опять у вас апатия, вы опять. Каждый раз, когда вы останавливаетесь, то вы скатываетесь вниз. И если, например, вы поставили на свою цель на какую-то там период времени год, с учетом того, что да, вы можете достигнуть этой цели через год, но если вы будете сегодня делать, завтра не делать и скатываться постоянно назад, то, возможно, к этой цели вы придете через 5 лет, а может быть через 10 лет. Либо будете постоянно до старости вот так и подниматься вверх и съезжать с этой горы. Поэтому всегда, если у вас нет мотивации, всегда вспоминайте гору. Каждый раз, когда вы останавливаетесь, вы опускаетесь на низ. И также следующий принцип успешных людей – это любите то, что вы делаете. Если у вас есть цель, то, соответственно, вы одержимы своей идеей и целью, и вы движетесь в путь стремительно, и успеха вы добиваетесь гораздо быстрее, потому что, вы одержимы этой своей идеей, и как-то дела у вас хорошо слаживаются. Но еще очень важно, чтобы жить не только для себя, но и для других людей, дарить каким-то людям свое время, внимание, энергию. И когда вы будете совершать эти действия, то вы, первое, что вы сделаете для себя, это будет инвестирование именно в себя. Будет дополнительная энергия и дополнительные бонусы от Вселенной. И помогая другим, вы будете чувствовать себя нужным и именно обретать в сердце вот такую энергию, которая будет вас еще мотивировать и больше двигать к вашим целям, до результата. Ну и, конечно, принцип, который придерживаются все успешные и богатые люди, это берегите свое время. Время вообще это ценный ресурс. Некоторые просто тратят его впустую. Там на какие-то бесполезные дела, на просмотр фильмов. Нужно всегда распределять время, чтобы было время и для отдыха, и, например, для того, чтобы прочитать полезную книгу, либо посмотреть, ту информацию, которая вас будет двигать к успеху, которая будет способствовать увеличению вашего финансового состояния. Ведь вы же хотите вырваться из нищеты и улучшить свое финансовое состояние, поэтому вы должны делать такие же шаги, которые будут вас приводить к этой цели. Ну и, конечно, вам нужно избавиться от стереотипов или же не зависеть от чужого мнения. Некоторые говорят, что место женщины у плиты, настоящие мужчины не плачут. Так заведено в обществе. И не нужно придерживаться к этим рамкам и границам. Вообще не нужно обращать внимание на мнение окружающих, потому что некоторые люди боятся что-либо сделать, а что подумают обо мне окружающие. Если я призываю к тому, что если вам нравится выкрасить волосы в зеленый цвет, то вы можете это сделать, потому что, во-первых, вам будет комфортно, у вас будет другой совершенно заряд эмоций, энергии, и неважно, что об этом скажут другие. Хотя большинство людей очень зависит от чужого мнения, и они, конечно, не сделают такого кардинального изменения в своей жизни. И даже, нужно выделяться из окружения других и быть совершенно, скажем так, не похожим на других людей человеком. Как правило, у каждого человека есть,
успешного какая-то изюминка, которая отличает их от других. И когда мы, например, сталкиваемся с этим человеком, то потом мы вспоминаем, что, ой, ну да, вот он был такой-то, либо у него какие-то такие прическа, либо макияж какой-то, либо одежда какая-то. То есть у них есть своя изюминка, по которой мы их помним, и это их отличает от других людей. Поэтому не нужно зависеть от мнения окружающих. Жить той жизнью, которой вам комфортно, и устанавливать для своей жизни свои правила и играть по своим правилам, а не по тем, которые вам диктует общество. И если у вас есть какие-то вопросы, вы можете писать сюда в чате, я отвечу. В принципе, я осветила все вопросы, с которыми я хотела сегодня с вами поделиться. Ну, поскольку вопросов у нас нету, тогда мы будем завершать наш прямой эфир. Всех рада была видеть сегодня. И с вами была Елена Макаренко. До встречи в следующем видео или в прямом эфире на моем канале. Я желаю вам богатства, изобилия и процветания. Всем пока!